Всем привет! Мы продолжаем проходить медиум. По заданию нужно найти болторез, попасть в комнату отдыха и найти какого-то Ричарда. Но болторез мне нужен, чтобы открыть вот этот замок. Он находится вот здесь. Давай думать, как его найти. Как точнее его достать. Ой, здрасте. Это печаль. Ого, печаль. Как ты это... Вот дерьмо. Идите по духовному следу. Ну все, теперь не будет вести. Там сзади в зеркале тетя с Silent Hill ходит. Ладно, давай, пойдем по духовному следу какому-то. Точно сюда. Ну, да, он за окошком. Хорошо, я понял. Хи-хи-хи. Я пока ничего смешного не вижу, но давай, наверное, слезем. Угу. Духовный след пропал. Ощущение, что я где-то не там залез. Или слез. Попробуем выйти из бассейна вообще. Совершенно не помню, как я сюда добрался. Ну, ладно. Давай пройдем тогда в другую сторону. Где даже должен быть этот след. И по идее, выход отсюда. Ладно, я скорее всего его найду где-нибудь на лестнице в коридоре. Сейчас я только отсюда выберусь. Давай. Вот так легко потерять нитку повествования. Геймпад трясется и вообще не переставая. Я где-то тут же должен выйти. Эй! Подожди, ну вот я вот здесь должен был спуститься. А нет, не здесь. Духовный след, хорошо. Потом, да, я вот сюда должен был пойти, чтобы найти Юлу. Серьезно? Давай. Эй, подожди. Быстрей, Капуша, у меня есть идея. Проучим эту чудачку. Что? Что ты хочешь сделать? Тут были какие-то дети. И о чем мне это должно было сказать? Ладно, дальше идем по следу. А вот теперь я должен спуститься. Что ж. Эй, кто-нибудь? Чего я не видел раньше этих предметов? Их просто тут не было. Кто не спрятался, я не виновата. Этот голос. Я думаю, что это голос девочки, которую зовут Печаль. Куда бабочки-то полетели? Давай, скорее. Вот еще игрушка какая-то. Куда медведю-то смотреть потом? Что? Нет, все хорошо, они где-то тут, рядом. Нет, Бернард, ты бы не стал так делать. Он хороший.
Опять она сама с собой болтает. Она чокнутая. Эй, не говори так про нее. Заткнись, Бернард. Кто такой Бернард? Меня таскают туда-сюда по всему бассейну. Ну, теперь надо выходить, подниматься. Тут какой-то был предмет за стенкой, но... Вот, танк. Игрушечный танк. Возможно, в конце этой ветки будет какой-нибудь скример. А куда танку заглянуть? Вот. Тише, она идет. Ребята, ну хватит, тут темно, это не смешно. Мне кажется, зря мы все это. Ой, заткнись, Бернард. Ребята? Вот, дети бывают такими паршивцами. Мне сдается, дети случайно допустили смерть этой девочки, которую зовут Печаль. Она, скорее всего, здесь умерла. Но пока это только предположение. Что такое? Что ты хочешь мне показать? Какого черта? Снежинка, да? Почему это так знакомо звучит? Снежинку никуда смотреть не надо ей. Еще карта какая-то. Нет, это не карта, это отсылка на меня. Девочка смотрит в зеркало, и кошка тоже смотрит в зеркало, но в зеркале кошка кошка черная, а снаружи белая. Я думаю, это как-то должно косвенно на что-то намекать. Ладно, пойдем дальше. Я думаю, мне к зеркалу. Обратно. Какие-то звуки. Тут, когда я подошла к зеркалу, что-то будто шевельнулось в моем кармане. Я поняла, что эта фигурка не просто резное дерево. Этой кошкой мне надо подойти к зеркалу. И она как-то должна изменить ситуацию. Я чувствую, как она зовет меня. Какие-то жути жуткие. Кошку доставай. Мы сейчас, скорее всего, попадем в параллельную вселенную. Хотя бы одной половиной сознания. Я думаю, это все-таки чешуя, которая у нее вот на руке висит, на левой. Это все-таки следы ожога. Но почему они тогда не висят на лице? Непонятно. Такое произошло со мной впервые. Я коснулась зеркала и прошла сквозь него в другой мир. Хорошо. Как? Что это вообще такое? Она вообще сказала, что это за место. Ну, кстати, прям типичная отсылка к Silent Hill, то, что мы перемещаемся между двумя реальностями. Мне все-таки интересно, как разработчики будут оперировать с механиками игры в виде совместного геймплея той и другой реальности одновременно. Что это такое? Нет, нет, пожалуйста, мама.
Мне туда по сюжету, но давай-ка мы... Жалко, я не могу одновременно... А, я же могу вот это делать. Господи, что с тобой произошло? Стоп. Я тебя знаю. Ты тот же мальчик, Бернард, так? Что-то это смутно вообще на человека похоже. Но... Тем более на мальчика. Он застрял там, как и я. Я знала его имя, но почему-то все равно не могла помочь ему уйти. Как будто какой-то части его не хватало. Я думаю, что не хватает его лицевой части все-таки. Не будем уже говорить про его ноги и так далее. Ничего пока с этим не сделать. Ладно, хорошо, пошли в другую сторону. Идите по духовному следу. Закончено. Идите... изгоните душу Бернарда. Что значит изгоните душу? Да, я понимаю, куда мне идти. Ага, так вот где этот болторез. Так близко и при этом так далеко. Альтернативная реальность вообще не похожа даже по строению. Кстати, если там жуки, у меня щита нету. Вот здесь можно прорезать. Давай прорежем для начала, а там посмотрим. Но мне в другую сторону. Мне надо зарядить чем-то щит. Это меня насекомые съедят. Все эти люди, их не просто убили. Их души были разорваны в клочья. Разорваны так, что не собрать. Да я бы так... Откуда она догадалась именно про души? Может, я смогу найти ту, что принадлежит Бернарду? Надо смотреться. Я понял, чем заряжать можно. Это все, да? Что это комната предлагает? Фигурка кошки была ключом. Я не могу пройти без нее. Ничего, черт, надо найти что-то, что откроет проход. Я сделаю. Я так чисто убедиться, в чем дело. Так, щит зарядили. Ну, давай еще раз. А вдруг? Вдруг его можно заряжать прям по полной программе. Постраховаться будет не лишним. Все, поехали. Горите, мелкие паршивцы. Проблема в том, что я не совсем понимаю, куда идти. Это же твоя вещь, да, Бернард? Давай-ка мы ее тебе вернем. А жуки исчезли? Что? Да, жуки исчезли. Теперь я смогу спокойно обследовать комнату, но я еще хочу вернуться в предыдущую и зарядить щит. Я думаю, это пригодится. А это все, да? Угу. Не густо. Как-то немножко странно, конечно, в понятиях разработчика души выглядят. Просто маски разбитые. Но это как минимум интересно. Думаю, Бернард, когда мы вернем ему душу или что-то в этом роде, все-таки откроет нам проход к болторезу. Причем и тут, и наяву. Мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Пора тебе обрести покой, Бернард. Спасибо. Еще кошка. Она похожа на ту, с помощью которой я прошла сквозь зеркало, и ощущается так же. Ну да. Теперь у меня 2 экземпляра кошек. Это все, что я должен здесь взять? Хорошо. Пикаем. Не уходи, все всегда уходят. Черт, вот бы сработало. Так, ну я вовремя удрал, я не знаю,
Мог бы он меня убить, но, по-моему, этот демон превращается в жуков. Ладно. Хотя, если я вернусь... Я, по-моему, щит не успел зарядить. Нет. Так, туда она больше заходить не хочет. Что ж. Довольно коридорная, кстати, игра. Я чувствую твою дрожь, твой трепет. Что? Нет, нет. Я чувствую твою дрожь, твой трепет. Где же ты, малышка, где она? Закрыто. А кто не спрятался, я не виновата. А я должен задержать дыхание. Я вижу демона. А вот видит ли он меня? Я конец всего. Он меня поймал, кстати. И душу высосал из меня. Ладно, сейчас мы переиграем этот участок. Не совсем понятно, что делать. То ли прятаться за тумбочкой, пока он идет за мной. Почему здесь же дверь была открыта? Или это другая дверь? Нет, все нормально. Вот он появился. Мы бежим сюда. И есть две тумбочки. По идее, он должен открыть мне дверь. Открыть в другой реальности. Если я правильно понял. Пока просто сидим. Чем он дальше от меня, тем хуже его видно. Сейчас вообще не вижу его. Он где-то в середине комнаты. Странно, почему-то тетя отпустила руки от лица. Может быть, немножко подождать? Но сохранение прошло. Какого хрена? Как? Я просто поверить не могла. Эта тварь умела путешествовать между мирами. От нее было не сбежать. Ну, почему? Мы же только что сбежали. Вот он, этот болторез. Должен же быть способ до него добраться. Я так понимаю, руки, да, короткие у нее. Ну, в принципе, можно было бы что-нибудь придумать, какую-нибудь палку найти, я думаю. Все-таки их тут много. Просто подтянуть ее к себе. Смотровая. Смотровая в доме отдыха. Ну, это конкретно, наверное, имеется в виду медпункт. Отлично. Еще одно зеркало. Да, давай. Интуицию. Оп. Выяснились новые детали. Ситуация куда сложнее, чем мы думали. Нет времени объяснять. Полный отчет будет, когда я вернусь. Доверьтесь мне, товарищ. Скрупулезная работа, товарищ. Ладно. Но мне к зеркалу надо. Так. Эту дверь мы, скорее всего, откроем позже, когда погуляем по другой реальности. Жжется, жжется. Господи, что еще? Нет, убирайся, не подходи. По-моему, демон кого-то мучает. Плохая сиделочка. Ну... мы уже видели эту сиделку. Восстанавливали про нее некоторые воспоминания. И сейчас, наверное, ее покажут немного с другой стороны. О нет, опять они. Ну, теперь тут два человека. Если это людьми можно вообще назвать. Ну, давай подойдем. Посмотрим, что им нужно. Что она с вами сделала. Разорвана на части, как Бернард.
Бернард у нас, точнее, этот монстр у нас лица ворует частично. Ни имен, ни лиц. Как им помочь? Изгоните души других жертв. Пойдем искать. Такое ощущение, что они разлетелись в обе части. Тут ничего, по крайней мере, в этом мире. Ладно, я запомнил. Окей. Тогда пойдем по этой ветке для начала. Вот так. Угу. Ну что нужно? Теперь. Является ли трубка телефонная? Нет. Нам сюда. Да, конечно, ключик. Подожди. У нас тут собирать нечего. Скорее всего, это по кругу идет. Чудесный пейзаж. Дорогая, ужасно скучаю. Надеюсь, ты скоро приедешь. Тебе тут понравится. Погода прекрасная. Солнышко греет, озеро блестит. Люди очаровательные. Очаровательные и мертвые. Все. С любовью, Ф. Это, наверное, Фан Томас опять писал. И кроме записки от некого господина Ф, я ничего другого и не находил. Ощущение, что он один тут раз записками разбрасывался, он просто их сеял, ходил. Ладно, что ж, еще зеркало. По-моему, они начинают меня немного путать. Угу. Туда не пройти. Пройдем тогда вот так. Теперь захотелось вернуться немножко назад и посмотреть вторую развилку. Но, скорее всего, это просто две длинных развилки будет. Хотя нет, все равно коридор продолжается. Просто мы прыгаем из одной реальности в другую. Как медленно она ходит, а? Ну давай быстрее. Конечно, понимаю, что она переживает. Так, я хочу еще вперед чуть-чуть пройти. Ясно? Ясно, понятно. Доктор где? Угу, все понятно. Мне вперед. Так холодно, так пусто. Ты наполнишь меня. Согреешь меня. Я натяну твои руки. Ты идеально подойдешь. Позволь только примерить тебя. Так, мне под стол, кажется. Позволь тебя съесть. Больно не будет? Не-а. Подождем чуть-чуть. Всех ее маленьких друзей. О, тут хорошо его видно. Никаких больше чаепитий. Теперь она одна. Мне надо проскользнуть в дверь направо. Кроме нее нет никого. Он ходит по кругу, давай быстрее, быстрее. Хочешь ее себе? Не волнуйся, мы все скоро будем вместе. Я уже близко. Та женщина была здесь.
Ого, она была балериной? This По room has этой комнате сразу все ясно, что в ней жил парень, даже с закрытыми глазами поймешь. Почему? Ну, то, что мужская одежда и все. Это только об этом ей сказала. Милая визитка. Вивьен была твоей клиенткой. Юджин Денисик. Импресарио звезд. Так, это можно посмотреть. Ладно, последнее. Я уже руки не чувствую. Мне плевать, я хочу полежать. Хочу побыть одна. Не особо мне что-то это воспоминание. Вивьен? Просто Вивьен? Артистка, ранее известная как Вивьен. Вот, это точно ее комната. Он не давал ей ни минуты побыть одной. Кто-то подглядывал, да, за артисткой? Это имя повсюду, но это не настоящее ее имя. Вообще я за болторезом шел. Да, это не ее комната. Наверное, это комната ее менеджера. Менеджер подглядывал за ней. Скорее всего, менеджер это один из людей, которые в стенку тут вкручены. Паяны, прилеплены. Как угодно. Ладно, пойдем. По логике вещей я должен еще... Вот где это случилось. Ох, ведь именно тут. Так, ладно, забираем одного. Ты? Что ты тут? Нет, убирайся. Нет, нет. Да, неприятно. Очень неприятно. Хорошо, менеджера нашли. Я все еще не знаю, как его зовут. Должно быть хоть что-нибудь. Да ладно, давай выясним, кем ты была, Вивьен. Что-то валяется возле кровати. Неполные номера. Какой-то из них наверняка был для нее важен. Вот вторую половину записки найти. Только это было 30 лет назад. К чему эти номера будут ей? Страница вырвана. Не могу прочитать номера. Объединим. Кто-то счел этот номер просто случайными цифрами, но я ощущала, что они очень важны. Привет, они уже спят? Хорошо, я знаю, что ты занят. Я тоже занята. Да, уже завтра. Важный день. Ага. Спасибо, увидимся дома. Поцелуй их от меня, ладно? Да, энтузиазма не слышно. Да. Да, мама, я знаю. Я стараюсь изо всех. Что? Нет, Вообще-то, я тоже много работаю. Почему мы всегда говорим только... Не зови меня Викторией. Ты ведь знаешь, что меня это бесит. Виктория. Так ее нарекли при рождении, но для нее это имя не было настоящим. Ну, балерину звали Виктория. Алло? Да, это Вивьен, номер 347. Я хочу оставить жалобу. Приходил мужчина, какой-то сотрудник гостиницы. Если честно, от него пахло водкой. Он... Что? Это был начальник персонала? Знаете что? Мне уже ничего не надо. Спасибо большое.
Ну, наверное, это тяжелая работа. О, господи, Элли, я думала, что ты... Нет, нет, я очень рада тебя слышать. Почему ты не позвонила раньше? Ты звонила? Но... Юджин, вот же мерзкий ублюдок. Элли, она много для нее значила. Чтобы понять это, нужно быть медиумом. А, не нужно быть медиумом. Просто обруч и все. Ты назвала ту, с кем говорила по телефону Элли, а значит... Тори. Вот оно. Вот ее, вот твое настоящее имя. Удивляться тут было нечему. Имя не просто то, как тебя называют. Это то, кем ты себя ощущаешь. О, Вивьен, то Виктория. Я что-то начинаю путаться. Как же все-таки ее звали-то? Тори. Хотя Виктория это может быть сокращенно Тори. Почему бы нет? Ладно, одна часть маски у меня есть. Теперь давай возвращаться. Я сначала вот сюда хочу пройти. Может быть, достаточно залезть в зеркало? Я думаю, все-таки, по идее, мне достаточно просто вернуться назад и пойти другой дорогой. Не буду врать, всегда было приятно обернуть свое проклятие во благо. Такие моменты раньше придавали мне силу, но теперь я уже ни в чем не уверена. Я вот не помню, в ту сторону я ходил. Все. Одна половина маски есть, возвращаемся просто назад. То есть нам немножко раскрыли историю балерины, ее менеджера. А сейчас про кого-то еще узнаем. Давай сначала одну половину вернем. Кто из них кто? Все хорошо. Теперь ты свободна, Тори. Угу. Спасибо. Спасибо. Ладно, теперь твоя очередь. Займемся делом. Оказывается, была маска все-таки балерины. А я думал, ее менеджер. Ну ладно. Какая разница, в принципе. Это подъем наверх. Подожди. Давай тогда вниз. Да, мне определенно наверх. Но сначала нужно осмотреться тут. Темно. Не совсем понятно, но вроде какие-то человеческие очертания на рисунке есть. Что-то они мне рассказывают историю истории и какая-то еще подистория. Как-то все по ступенькам странно. Нет, что вы, стойте. Они мне начинают рассказывать историю главной героини, потом тут же переключаются на какую-то историю про девочку, потом переключаются на историю какого-то директора, если я правильно понял, дома отдыха, и потом еще переключаются на историю балерины. Зачем столько мне историй разных? Вот она. Вот где он умер.
Суровый дядька. По крайней мере, так, теперь осталось его имя. Only I could see the other. Увидеть бы это место с той стороны. А, мне надо в другую реальность, да? Можно будет заряжаться, я думаю. Сейчас мы немножко стелсом будем увлекаться, по-любому. Давненько демона не было. Какой-то зал заседаний. That's right. Мне пора. Скоро начнется голосование. Знаешь, как говорится, не пришел заранее, считай, опоздал. Нет, прямо сейчас. Я слышу, как они собираются в другом конце коридора. Ага, я сообщу, как все прошло. That voice. Этот голос, этот человек. Мне этот голос не знаком. Пока непонятно, кого она имеет в виду. Но мы здесь будем от демона убегать. Прямо очевидно. Да, сейчас сюда добегу посмотреть. Здесь проход. А если мы пройдем вот сюда? Мне бы главное катсцену по скрипту не запустить. Все. Теперь спокойно можно двигаться только в одном направлении. Я все жду развилок каких-нибудь. An attendance list. Список участников. I'll bet the name I'm Имя, которое я ищу, должно быть на этой странице. Но какое из них? But which one is it? Председатель Бобонь Хенрик присутствует. Барыка Вальдемар. Зачеркнуто. Отсутствует. Присутствует. Кухарский Ян. Присутствует. Лютык Антоний. Присутствует. Овчаник Николас. Присутствует. Смог Галина. Присутствует. Ладно, в общем, все-то они присутствуют. Сколько у нас мужчин? Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 7 мужчин, 2 женщины. Ладно, будем иметь в виду, может быть, это и полезная информация. 0,7. 0,5. 0,9. Кто-то из них занимал кто-то из них занимал нужный мне стул. 4. 2. По-моему, стульчиков не хватает. 1. И у них еще последовательность странная. Ох, как они могли посадить меня напротив Бориса. Не плевать, чей он племянник. Он ублюдок и шовинист. И всегда опаздывает. Это головоломка какая-то? Напротив Бориса. Давай. Как там? Boris. Борис. Вот о нем он и говорил. Место номер 9. Seat number 9. Где у нас 9? По-моему, вот тут. Okay. Так, это место Бориса. А мне нужно то, которое... So the one I'm looking for is Которое напротив. То бишь у нас 4, по-моему. Потому что там 1 и 2. 3 стул отсутствует. this is it. Вот оно, мужчина, которого я ищу. Вот где он умер. This is where he died. Он что, умер прямо на стуле? That's it. Вот оно, Николас. Okay, Nick. Ладно, Ник, пора тебя освободить. Все, мне достаточно просто назад вернуться.
Мне надо вот сюда. Я чую твою душу. Я конец всего. Он опять меня поймал. Не совсем вижу место, где можно спрятаться. Но у нас же вот это не работает. Я, говорит, чую твою душу. Давай так сделаем. Если этот демон зайдет сюда, что вряд ли. Он по коридору ходит. Попробую задержать дыхание, может быть, это как-то поможет. Я правильно понял? А как? Я должен мимо него проскользнуть, а он стоит прямо в дверном проеме. Кстати, вторая анимация. Вторая анимация гибели. Так, давай присядем для начала. Закроем рот руками. Где проход? Я на него прям натыкаюсь и все. Я не совсем понимаю, что от меня хотят. Он сюда не заходит. Но и до прохода мне далековато. Давай я тут его подожду. Все, меня нет. О. Перейдем. Мы станем близки, очень близки. Вот теперь он зашел в ту комнату. Но почему в прошлый раз он меня стоял, ждал? Непонятно. Ладно, давай быстрее, наверное, это сделаем. Здесь зарядиться, по-моему, где-то можно было. Но, видимо, только по сюжету надо. Ладно. Возможно, кстати, у меня уже щит заряжен. Не буду проверять, чтобы его не тратить лишний раз. Я вот просто пока еще не совсем понял, как это работает. Это как накопительное или нет? Или его типа один раз использовал и все. Не знаю. Пришло время отдохнуть. Ты заслужил это, Николас. Спасибо вам, госпожа. Молодец, Марианна. Ты проводила их. Надеюсь, в место получше. Черт, да где угодно лучше, чем здесь. Ох, может, ты уже дашь мне себя подобрать? Я могу только на него посмотреть и все. Ладно. Где у нас тут проход? Зеркало есть. Вот тут. По идее, должно сейчас решетка открыться. Я что-то потерялся, где я вообще нахожусь.
Господин Рекович ведет себя, мягко говоря, неразумно. Я медсестра, а не няня. Я понимаю, что ему нужен кто-то, кто будет за ней присматривать, но у меня и так много забот. Даже если я брошу все дела, мне все равно нужно заботиться о бедном господине Тарковском. Я все равно стараюсь изо всех сил. Девочка хотя бы тихая и обычно держится особняком. Она часто разговаривает со своими воображаемыми друзьями. Но я считаю, что это вполне нормально для ребенка ее возраста. Иногда я слышу, как она разыгрывает целые диалоги. И звучит это так, будто говорят два разных человека. Очень одаренная девочка. Видимо, это семейная. По-моему, у кого эта записка, возможно, про меня. А возможно, про девочку Печаль. This place. Вот это здесь. Здесь все началось. Привет, любовь моя. Это твоя любимая сиделка. Ты еще тут? Хотя бы крохой сознания. Очень надеюсь. Ты должен почувствовать. Все это. Эта сиделка его убила. Дядьку на вот этом кресле. Я прям слышу, как она его ножом режет. Сиделка. До нее эта тварь добралась в первую очередь. Но почему? Никогда раньше не чувствовала такой тьмы. Эта тварь побывала там. Там она впервые кого-то убила. Почувствовала вкус смерти. Полюбила его. Бедный мой Тарковский. Что же с тобой случилось? Результаты анализов не указывают на травму мозга или деменцию. Но когда я смотрю в твои грустные глаза, то не могу отделаться от ощущения, что тебя уже нет. Ничего, дорогой мой, я о тебе позабочусь. Я сделаю тебя настолько счастливым, насколько смогу. 450 миллиграммов венлапоксина, это тебя подбодрит. Я думаю, скорее затормозит его. Опять я не с той стороны. Подожди, давай проверим вот этот коридор. Он довольно-таки длинный. Ну все, я понял. Болторез берем и выходим в ту сторону. Там как раз перекусим проволоку. Ой, не проволоку, перекусим цепь. Надеюсь, болторез не одноразовый, довольно-таки долго я его искал. Да, наконец-то, мать твою. Пора возвращаться в комнату отдыха. Если про балерину с ее менеджером история плюс-минус понятная, то про второго человека, не совсем, который Николас Маску я искал. А к чему это? Кто он? Как-то эту историю начали с середины, по-моему. Пусть. Наконец-то. Обожаю тебя, болторез. Этот проход мне... Не узнаю его. Потому что эти двери были все закрыты. Ладно. Чувствую, погоняет меня еще по этим коридорам одинаковым. Пусть. Наверное, так могли бы звать шпиона. Болторез. Это отсылка на Джеймса Бонда. Джеймс Бонд. Или актера, который снимается в фильмах, где называть настоящее имя стыдно. Проход лучше шпиона. Проход, короче, у нас вот здесь.
Если я не ошибаюсь, то, по-моему, где-то еще было цепь. Подожди, я сейчас пока сюда заходить не буду. Я быстро пробегусь в другую сторону коридора, посмотрим просто. Ага, там я открывал. Какой длинный коридор. А, и все, по-моему. Ну ладно. Раз уж тут недалеко, раз они меня ведут прям туда, тогда я туда и пойду. Возможно, где-то есть еще проходы, но ладно. Я думаю, я их потом открою, если что. Болторез оказался многоразовым. Долгоиграющий. Okay, Marianne. Ладно, Марианна, нужно узнать, что хотела показать печаль. Wanted me to see. I Ага. hope she's all right. Надеюсь, с ней все в порядке. Ну, понятно. Они, короче, продолжают теперь историю девочки. Вот теперь здесь можно будет открыть проход. А что там за шум? Он прекратился. Ладно, ладно, все, я иду. Иду по сюжету. Вот такое ощущение, что в соседнем коридоре кто-то коляску какую-то катает. Давай, кусь, кусь, кусь. All right. Вот так, отлично. Немножко странная анимация перекусывания проволоки. Ой, цепи. Что же я ее проволокой все время называю? Здравствуйте. Куда мы идем? Здравствуй, косоглазие. И печаль заодно. Марианна. Вот ты где. Слава богу. С тобой все хорошо? Я так волновалась. Yeah. Эта тварь меня чуть не стапала. Это что вообще такое? What the hell is it? Она появилась из стыда, из беспомощности, из гнева. Rage. Из гнева? Ага. Это как злость, но сильнее. И когда она вырвалась на волю, мы не смогли ее остановить. Она всех их съела, Марианна. Всех моих друзей. Твоих друзей. Осталась только я. Не переживай, печаль, я с тобой. Нет, она и тебя съест. И всех остальных. Тише, я не дам тебя в обиду, обещаю. Ну, ладно. Эй, может, расскажешь мне что-нибудь об этой комнате? Это комната отдыха. Мы тут раньше играли. С Ричардом? Он тоже твой друг? Is he one of your friends? Нет. Но он был умный. Может, он мог бы тебе помочь. He was. Был? Он что? Wait, is he? С ним случилось несчастье. Я помню, что он стал полым, как кукла. Ой, я вспомнила, Марианна. Я не хочу с ним встречаться. Что? Почему? Что ты вспомнила? Нет, не говори. Никому не говори. Ладно, можешь не рассказывать. Но тебе надо пойти со мной, тогда я смогу тебя защитить. Нет, Марианна, нет. Больше никогда. Печаль. Зачем ты сюда меня привела? It was then I И тогда я поняла. Она хотела, чтобы я кое-что увидела. she wanted me to see with my own eyes. Увидела своими глазами. Осмотрите комнату отдыха.
Какими глазами-то смотреть? У меня их как бы тут 4 пары. Режем? Конечно, режем. Кстати, а где мой болторез? Richard. 2 кошки, болторез There? и фонарь. Ричард, ты здесь, говорит? Надо подойти к воспоминанию. Пару проходов есть. Это как-то так работает? Я уже забыл, как это делается. О. Вы не думаете, что ему будет лучше в доме престарелых? Или с семьей? У Ричарда нет семьи. Ох, бедный. Он как будто не в себе. Знаете, мы когда-то были близки. Ну, не совсем близки, но... Хорошо, я буду за ним присматривать. Полы как кукла. Ведь так она сказала, печаль, да? Видимо, парализованный дядька был. У него была сиделка. Скорее всего, его зовут Ричард. Какие-то ноты. Похоже, это часть произведения. Мазурка. Таких частей, я думаю, было 3. Судя по картинке. Заперто. Надо через жуков проходить. Томас, меня всегда поражали глубина и деятельность его воображения. Ой. Томас, меня всегда поражали глубина и детальность его воображения. Его разум тонет в гипнозе сюрреалистических видений. Он описывает образы с мельчайшими подробностями так, будто действительно все это видел. Словно кто-то или что-то приоткрыло завесу и позволило ему заглянуть за пределы нашей реальности. Ангел? Демон? Или есть ли разница? Это не имело для меня значения, когда его видения оживали на моем холсте. Кто-то может счесть, что я использовал мальчика, чтобы разбудить свою угасшую фантазию. Но как я мог позволить этой уникальной точке зрения, этому бездонному источнику вдохновения пропасть зря? Нет, вот это было бы непростительно. Довольно-таки объемную комнату дали для исследований, судя по прошлым коридорам крохотным. Вторая половина нот. Объединим. Еще кусочек надо найти. И потом, соответственно, его куда-то поставить к роялю. Так, я сюда пришел. Лошадка. Здрасте. Вот так. Подойдите, ребята. Познакомьтесь с Лилианой. Она будет рисовать вместе с нами. А почему мне нельзя поиграть с друзьями, дядя Ричард? С друзьями? Лилиана, я обещал твоему папе, что ты будешь проводить время и с другими детьми. Друзьями? Я так долго пытался направить его на верный путь, показать ему всю широту его потенциала. Он все время отказывался, утверждая, что он не художник и что рассматривает наши встречи так как терапию, а не как выражение себя.
конце концов, я его уговорил. Он согласился поступить в университет, но при условии, что сам выберет специализацию. Так он начал заниматься архитектурой. Сначала я был настроен скептически и думал, что он променял амбиции на профессионализм, но глубоко внутри радовался, что я единственный, кто воплощает его видение в жизнь. А потом он встретил ее. Наши сеансы рисования стали совсем редкими. Ему больше не нужна была моя помощь в борьбе с его демонами. Надо куда-то пройти. Не совсем понимаю, куда. Я помню, как впервые встретил его. Тогда он уже работал на заводе, но он все еще не успел повзрослеть до конца. Его глаза были широко раскрыты, он постоянно оглядывался, словно напуганный зверь. Его родители погибли во время Варшавского восстания, и он не хотел рассказывать о том, через что прошел в последующие годы. Я на него не давил. Вскоре стало ясно, что у него больше никого нету в этом мире. Я сразу понял, что, несмотря на юный возраст, он повидал такое, что никому в его возрасте не следует видеть. Я сразу понял, что он особенный. А кто он-то? Так, вот еще какой-то проход. Причем для нас обоих. Ох, тут столько воспоминаний. Причем дурных. Вина, унижение, гнев. Ну давай тогда посмотрим их. Это вошло у нас в привычку. Я брал альбом, а он садился рядом со мной, закрывал глаза и начинал рассказывать. Описывал то, что видел своим внутренним взором. Говорил о неведомых нам мирах, ужасных и великолепных. Упражнение по развитию фантазии стало неиссякающим источником вдохновения. Мои руки ни на секунду не останавливались, запечатлевая на бумаге наброски неописуемого. Сначала я не понял, почему он так охотно делится со мной своими видениями, ведь он считал их тяжким бременем, приносящим боль и тревогу. Но вскоре я понял, что он просто хотел, чтобы кто-то увидел его в его видениях не признаки безумия, а нечто прекрасное. Сдается, мужик, который видел эти видения, был в подобных астралах, как и я. На каком фокусироваться мире-то? Давай на этом. Глобус. От него исходит чувство одиночества. Он кажется незавершенным. Так подожди, а мы чего ищем-то? Мы ноты ищем или глобус отчасти? Вы уж определитесь. Так, там комары мне мешают пройти. Пробуем. У меня был щит. Но щит не работает. Может быть, сюда пройти? По-быстрому. Вот, часть глобуса есть. Берем. И это не часть глобуса, это часть, наверное, на чем держится глобус. А вот это надо посмотреть. Так, я шел, получается, вот сюда. А, и там было закрыто. Да, она скажет заперто. Ключика-то нет. Так. Давай тогда я... Чтобы увидеть это видение и сюда пройти, мне нужно сначала глобус собрать. Тогда пойдем чуть-чуть назад.
Мы собираем какое-то лицо. Так, не туда. Вот местами надо их поменять. Ага, мешает. Еще разок. Все, вроде. О. Странно, но это заработало. Еще один стык миров. Может, он подскажет мне способ выбраться. Way out of here. Надо проход открыть. На балкон. Да, если он закрывает один проход в эту комнату, то тогда по логике вещей он должен открыть проход на балкон. Вот так. Отлично. Возможно, это, кстати, короткий путь. Только всего тут. Вот. Люблю эту мелодию, она напоминает мне о детстве. О хороших его днях. А плохие дни, они тоже вспоминаются, правда? Ты очень умная девочка, Лили, ты это знаешь. Ты это знаешь? Это особенное. Этот голос, это что, печаль? Не факт, что это печаль. Сюда надо ноты поставить, но я их не собрал. Зарядимся. Искра слишком слаба, впитать ее не выйдет. Значит, да, чтобы дополнить воспоминания, надо ноты сюда подставить. Ага, ключ. Это все, что я могу здесь найти. Проход еще какой-то. Я думаю, это срезка. Короткий путь. Да, так и есть. Теперь я должен в верхней, ну, в обычной реальности найти ту самую дверь. Вот она. Открываем ее ключом. Там находим ноты. А, нет, подожди. Вот. Ну же, Ричард, ты всегда помогал мне. Разреши отказать тебе ответную услугу. Не знаю, Томас. Как же моя работа? Университет? Ричард, я знаю, что тебя оттуда вышвырнули. Похоже, ты все-таки кого-то разозлил. Оставайся с нами, дружище. Ради меня, ради них. Значит, он пригласил его сюда. Интересно, ради них, это ради кого?
Думаю, надо еще здесь получше осмотреться. Очки. Значит, вот как вы его нашли. Да, он просто лежал там. Господин Рекович, извините, он был моим другом. Дайте мне минуту. That's not true. Ты лжешь, Томас. You thought he... Ты считал, что он заслужил это. Так, и это еще не все. Как только он обручился, мы почти перестали общаться. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что я ревновал. Он больше не принадлежал одному мне. Со временем я привык к ней. Она поражала и красотой, и интеллектом. В конце концов, я смирился с тем, что он нашел настоящее счастье. Настоящую любовь, крепкую и чистую. Настолько чистой она вообще могла бы быть. В любом случае, я был ему больше не нужен. Когда появился проект, который позже стал известен как Нева, я сделал все, что было в моих силах, чтобы он получил то, что хотел. Хотя я знал, что это лишь ее еще больше отдалит от нас. Я хотел для него самого лучшего. Я любил его как родного сына. Третья часть. Is it this one? Я собрала все ноты. Поставим. Только я чуть-чуть забыл, где находится инструмент. Отсюда выходим вот куда-то. Забыл. Проход, по-моему, где-то я резал. Это здесь? Да, вот тут. Вот, а теперь через насекомых проходим. Все, что нужно, я зарядил. Вот, теперь мне сюда. Не совсем понятно, в какую мне сторону. Ай-яй-яй, грызут, грызут. Да, беги ты. Мне на лестницу надо. Почему-то иногда этот щит их уничтожает. Иногда этот щит заканчивается. Иногда она идет с ним до конца. Как это работает? Так, я ноты-то собрал? Собрал. Я же немножко потерялся, где инструмент-то у нас. Не тут. Он вот тут. Я не знаю, может быть сейчас он сработает как надо. Теперь получилось пройти. Правда, совсем... Ну, как сказать, почти меня поймали, но там успел как-то пробраться. Не знаю, странно это все как-то работает. Длительность щита не ясна. Да, тут брать нечего. Угу. Тут не пройти.
Дядя Ричард, у меня руки устали. Ты уже несколько часов меня рисуешь. Почти закончил, знаешь ли, Ли? Ты мне напоминаешь одну девочку. Мою подругу из детства. Ты любил ее? Да, юной невинной любовью. Без взрослой грязи. Ричард. От него исходят странные эмоции. Горе, скорбь и... что-то еще. Странно, он девочку рисовал. Но в итоге получился какие-то горы. По-моему, кто-то ошибся. Чуть-чуть совсем. Разве ты уже не переросла игры с куклами? Держи, я купил ее специально для тебя. О, ленточка, какая красивая. Спасибо, дядя Ричард. Давай я. А впрочем, ты сама можешь повязать. Ох, что это было? Как будто что-то в нем проснулось. Так, подожди. Они меня ведут на лестницу, но я хочу еще вот сюда пройти. Вот здесь было что-то. Все было кончено. От меня фактически отказались. От меня и Ричарда Тарковского. Мои работы прославлялись по всей Европе. Критики говорили, что мое воображение не знает границ. Мое имя было синонимом изящного искусства. И все это ничего не значило для канцелярских крыс. Я для них был лишней ответственностью, источником опасных либеральных идей. Я чувствовал себя преданным и опустошенным. Я должен был уехать. Я должен был покинуть этот мерзкий город. И еще мне очень нужен был друг. И я его отыскал. Я знал, что несколько месяцев назад он потерял жену. Тогда я решил, что не стоит его беспокоить, пока он в трауре. И теперь я боялся, что он затаил на меня обиду. Обиду за то, что я не поддержал его в самый тяжелый момент. Но все вышло с точностью да наоборот. Он меня приютил. Но теперь мне надо на... Нет, подожди. Вот сюда надо. Ленточка. Нет, я не хотел. Господи, что же я наделал? Тянет холодом. Что же именно ты наделал? What have you done? Давай посмотрим, бабочки туда ведут. На балкон. Колясочки катаются разные. Что-то не тут, не там, этого дядьки нету. Я никогда не чувствовала в предметах такого отчаяния. Она звала меня. Хотела мне что-то показать. Ну где же? Вот же дерьмо. Думал, что смогу защитить ее, идиот. Что бы обо мне подумала? Я подвел тебя, подвел нас. Все летит к чертям.
Да, знаю. Нет, нужно убедиться. Здесь должно быть что-то. Что ты хочешь? Черт. Глядите-ка, ты решился выпустить меня из клетки. И вот сюрприз, тебе, конечно же, нужна помощь. Знаешь что, я не в настроении. Рассказывай, что ты видишь. Давай, давай. Да, я чувствую, оно где-то рядом. А поточнее нельзя? Эй, я пытаюсь помочь. Знаешь, иногда я в этом сомневаюсь. То, что ты так редко меня выпускаешь, не идет мне на пользу. Спасибо за это, кстати говоря. Именно так и надо вести себя со своей родной душой. Твою мать, тут ничего нет. Есть. Серьезно? Я никогда не ошибаюсь в таких вещах, ты это знаешь. Нет, к черту все это. И зачем я только тебя послушал? Погоди. Что? Вот. Где? Что? Да, вот оно. Секретик. Ты решил паузу выдержать? Бери. Это она. Страница за страницей. А он помешался на ней. Как у него у бога щетина нарисована. Что же он? Что я наделал? Мы не могли знать заранее. Я пустил его в свой дом. Он мне был как отец. Как он мог так с ней поступить? Ну, ублюдок, как он мог? Я же говорил, никому нельзя верить. Только друг другу. Не суетись, подумай, что будем делать. Подождем. А когда он вернется, я... Эй, полегче. Помни, что стоит на кону. Дай лучше я с этим разберусь. Тогда поспеши. Потому что иначе... Я убью его. Томас, я не ждал тебя. Все в порядке, дружище?
Did you do it, Ты сделал это, дружище. did I? Сделал? Что? Daughter. С моей дочерью. My third. Моей 13-летней дочерью. I entrusted her. Я доверил ее тебе, Томас. Did you do Ты it? сделал это. I don't. Я не... Я нашел альбом, заставил себя посмотреть его. Forced myself to look through it. Cover to От cover. корки до корки, каждую Every гребаную страницу. single fucking page. Tell me you didn't hurt. Скажи, что ты не сделал это. Thomas, Томас, прошу тебя. tell me I'm wrong, Richard. Скажи, что я ошибаюсь. Ричард, скажи, что я... Скажи, и я отпущу тебя. Это был не я. Томас, ты должен меня понять. You have to understand. There's a sting. Это живет внутри меня. Shut up. Заткнись. Ты должен мне верить. Я хотел умереть. Я сделаю все быстро. Томас, мне так жаль. Она моя дочь. Я не хотел этого. Я не должен был приезжать. Но ты приехал. Ты знал, что она здесь. Знал, что она значит для меня. Knowing what she means to me. Томас, клянусь, я уеду. Ты никогда... Стой, что ты делаешь? Нет. Отпусти. Отпусти меня. Пусти меня. Я думал, это часть чего-то большого ползет. Это какой-то червячок. Эта опухоль слишком разрослась. Пора вырезать ее. Time to cut it out. Мы теперь играем за Ричарда. Освободить Ричарда от его демонов. Ну, этот Ричард, наверное, будет избавляться от чувства вины, то, что он убил Ричарда, который что-то сделал с его дочерью. Я так полагаю, что дочь его как раз зовут Печаль или Лилит, по-моему, как. Ну, в общем, Печаль. Вообще игра начиналась с того, что вроде как у нас все, ну, как бы, только один человек, главная героиня, имеет свою, скажем так, двойственность. Но теперь у нас каждый, по-моему, персонаж может в астрал впадать. Ладно, посмотрим, как дальше нас будут удивлять. Ну, а пока только многообещающий сюжет звучит. Будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.